溪水能寄予厚望，你却连万都想。Империя Солнца и Луны планировала начать войну на континенте. Однако то, что сделал Хуэйхао, нарушило все их планы. В некоторой степени Хуэйхао стал виновен в разрушении почти целого города, столицы Империи Солнца и Луны. Как это произошло? Во время турнира механиков и тайной сделки по покупке духовных инструментов Хуэйхао обнаружил подземный склад Империи, в котором хранилось бесчисленное количество редких металлов и инструментов. Разумеется, как он мог не воспользоваться такой возможностью, чтобы обобрать вражескую империю? Хуэйхао выждал самый лучший момент, когда великие титулованные сражались над городом. Это была легендарная битва Лун Сяояо 99 ранга против старейшины Сюаня 98 ранга и титулованного секты тела Дубусы, тоже 98 уровня. Как раз тогда Хуэйхао вместе с Ван Дунер, Сяо Сяо и Ван Цюэр тайно проник в подземное хранилище. Он использовал свой ментальный аватар, чтобы навыком имитации скрыть себя и товарищей, и незаметно проскользнуть через стражников. Это место исключительно важно для Империи Солнца и Луны, и там было много ловушек духовных инструментов. На огромном лифте они спустились на несколько сотен метров под землю. На месте им встречались некоторые вражеские механики, которых Ван Цюэр молниеносно убивала. Там было 3 огромных склада. В первом сундуке ящики со всевозможными редкими металлами, более 10 тысяч тонн. Но для защиты в этом месте использовались духовные инструменты. Даже люди, которые работали на складе, не знали, как работают механизмы защиты и ловушки. Поэтому Хуэйхао с девушками был крайне осторожен. На втором уровне хранилось более 30 различных видов редких металлов, многократно дороже, чем те, что они видели на первом уровне. Они немедленно начали складывать вещи в свои духовные инструменты хранения. Хуэйхао решил взять все самое ценное. Его место хранения, сапфир звездного света, вмещал в себя еще больше, но быстро был заполнен. Но то, что они увидели на 3-м уровне, поразило их. Ряды духовных инструментов, огромные духовные пушки 4-го класса. Хуэйхао увидел тысячи пушек и ящики запечатанных молочных бутылок. Также там были стационарные духовные пушки 7-го класса. Этого было достаточно, чтобы полностью экипировать армию. Хуэйхао с Ван Цюэр, Ван Дунер и Сяо Сяо забрали сколько смогли и оставили подарок на прощание – взрывной механизм. К сожалению, Хуэйхао не знал, что под этим складом было еще одно хранилище. И вот спустя пару часов проникновение заметили. И главный ответственный механик 9-го класса проверял, что украли. Потери были такими, что их нельзя было измерить деньгами. А главное, это ужасный ущерб для вражеской армии, поскольку Хуэйхао забрал все инструменты и молочные бутылки. Но потом активировалась таймерная взрывная бомба, что оставил Хуэйхао на прощание. Красный свет извергся в небо, произошел ужасающий взрыв в подземном складе. Все чувствовали, как земля дрожит под их ногами. Что-то произошло в одном углу сияющего города. Большие массы сооружений и зданий внезапно обрушились и затонули, в то время как камни и гравий взметнулись в небо. В следующую секунду земля яростно заревела. В небо взлетело колоссальное грибное облако, сопровождаемое непревзойденной взрывной силой. Казалось, что сам ад обрушился на сияющий город в тот момент. Несравненно ужасающий подземный взрыв охватил треть величайшего города на континенте, и сильные ударные волны сотрясли весь город. Тонны гравия и пыли разлетелись во все стороны, когда в небо взмыли миллионы осколков и обломков. Почва и земля клубились в воздухе, когда обжигающие и ужасающие ударные волны продолжали распространяться по городу. Такое воздействие было тем, чего не могли достичь даже инструменты 9-го класса. Весь сияющий город, столица империи, дрожал и стонал от взрыва и рушился. Здесь собралось больше 10 миллионов человек со всего континента, чтобы принять участие и посмотреть турнир. Однако треть сияющего города рухнула. Сколько жизней унесли эти пугающие ударные волны. В этот день небо над континентом было темным и мрачным, и мир изменился навсегда. Хуэйхао являлся виновником всего этого, но даже он не знал, что его действия приведут к чему-то настолько безумно ужасающему. В этот момент на лице Хуэйхао не было цвета. Старейшина Сюань немедленно появился позади Хуэйхао и Хэкайта посреди урагана из камней и гравия и схватил их, унося подальше. Старейшина Сюань поражался. «Вы сделали это?» Хуэйхао с горечью ответил: «Да,
Он не ожидал, что произойдет нечто подобное, что он вызовет такой ужасающий взрыв, что он почти уничтожит весь сияющий город. Хуэйхао, естественно, понимал боль в голосе старейшины Сюаня. Взрыв, подобный этому, унесет бесчисленное количество жизней. Это была настоящая бойня. Число погибших должно было исчисляться, по крайней мере, десятками тысяч. И он являлся виновником. Финал турнира в этот момент стал совершенно бессмысленным. Но была одна вещь, которой достиг Хуэйхао. Этот великий взрыв, известный последующим поколениям как беспросветный день разрушения, определенно задержал планы Империи Солнца и Луны по захвату континента. Хуэйхао, универсальный солдат, достиг уровня разрушительности, не имеющего аналогов в человеческой истории. Хуэйхао в будущем будет известен как Глаз Асуры, и слово Асура в его прозвище возникло из-за этого ужасающего взрыва. Даже великие титулованные 98 и 99 ранга не понимали, как могло произойти подобное. Принц Сю Тяньрань с ужасом смотрел на колоссальное грибное облако и на все, что было уничтожено вокруг. Но дворец располагался в центре города, поэтому не так сильно пострадал. Империя понесла большие потери, особенно в сооружениях и зданиях. Имперская академия механиков была полностью разрушена, и подземные сооружения зала выдающихся добродетелей тоже. Лицо старейшины Сюаня было настолько мрачным, насколько это возможно. Большинство людей Академии Шрека не знали, что случилось. Ван Дунер, Ван Сюэр и Сяо Сяо точно знали причину. Именно они установили таймерную взрывную бомбу. Хуэйхао преднамеренно повредил лифт и ворота, прежде чем они вышли из подземного склада. Все шло согласно его расчетам. Он не допустил ни единой ошибки и был чрезвычайно точен даже с той таймерной взрывной бомбой. Единственное, что он не предсказал, это сила и воздействие последовавшего взрыва. Таймерная бомба была заложена под всеми оставшимися снарядами духовных пушек. Там было по меньшей мере несколько десятков тысяч снарядов, которые они не смогли забрать. Цель Хуэйхао была простой. Он хотел разрушить подземный склад, и чтобы взрыв испарил все редкие металлы, которые они не смогли забрать, вместе со всеми духовными инструментами низкого класса. Таким образом, планы вторжения Империи Солнца и Луны будут отложены из-за огромных потерь. Согласно оценкам Хуэйхао, этот взрыв распространился бы лишь на 1 километр, потому что место детонации находилось в 100 метрах под землей. Но Хуэйхао не знал, что под залом выдающихся добродетелей есть еще один подземный склад. Этот склад был еще более защищенным и охраняемым, чем тот, который они нашли. И там хранилось в общей сложности 16 пушек 9 класса. Взрыв 16 инструментов 9 класса в дополнение к десяткам тысяч снарядов духовных пушек ниже 5 класса. Все это создало такое бедствие в сияющем городе. Беспросветный день разрушения. Это был день, который Империя Солнца и Луны запомнит навсегда. Но был ли Хуэйхао действительно виновен в этом? Это уже другой вопрос. Как вы думаете? Напишите в комментариях. А что же произошло после этого? Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.